Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим французский невидимый яблочный пирог, в котором яблок больше, чем тесто. Готовится он очень просто и получается вкуснейшим. Для этого пирога понадобится 6-7 крупных яблок. У меня это 300 кг. Очищаем яблоки от кожуры и при помощи вот такого приспособления удаляем сердцевину с семечками. И теперь самое сложное, как можно тоньше нарезать яблоки. Можно это сделать ножом, я же делаю при помощи терки мандолина. Понадобится также нам 1 лимон и цедровый сок. Цедра для аромата, а сок для того, чтобы яблоки не потемнели. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео и в граммах, и в стаканах. Перемешиваем яблоки с соком и готовим тесто. Все компоненты для теста должны быть одинаковой комнатной температуры. 3 яйца, 10 граммов ванильного сахара, щепотка соли, 70 граммов просто сахара. И при помощи миксера все взбиваем до посветления и увеличения массы в объеме. Вливаем растопленное сливочное масло 40 граммов, остывшее, не горячее, и 150 граммов молока. Это жидкие компоненты, сухие компоненты. 70 граммов мука, 5 граммов разрыхлитель, это чайная ложка. Все просеиваем в миску к жидким и перемешиваем при помощи миксера, чтобы не было комочков. Долго взбивать не нужно. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк, это поможет продвижению видео, его увидит большее количество зрителей. Вот такое достаточно жидкое у нас тесто получилось, как на блины. Выливаем тесто в яблоки и как следует все перемешиваем, чтобы каждый кусочек покрылся тестом. Форма у меня 22 сантиметра диаметром, разъемная, и дно и бока выстелила пекарской бумагой. Но так как тесто жидкое, я вам советую брать все-таки неразъемную форму, потому что у меня получилась протечка теста. Хорошо, что я противень застелила дополнительно пекарской бумагой. Выкладываем ломтики яблок вместе с тестом, стараясь, чтобы ломтики располагались горизонтально. Наверх пирога 20 граммов сливочного масла. Нарезаем на кубики, чтобы у нас получилась румяная верхушка у пирога. И еще для сахарной корочки столовая ложка сахара. Сверху посыпаем верх пирога. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Будет пирог печься до румяности. У меня это заняло час 20 минут. Все зависит от особенностей духовки. Может быть, вам понадобится и меньше времени, чтобы пирог стал румяным. Даем пирогу полностью остыть в форме, только после этого убираем его из формы. У меня еще дополнительно пирог стоял 2 часа в холодильнике. Посмотрите, какой у нас кусочек в разрезе. Посмотрите. Он мягчайший, видны слои яблок. Пробуем. Друзья мои, это фантастически вкусно. Это даже не пирог, а яблочный десерт с заварным кремом. Приготовьте, это так просто и очень-очень вкусно.